Outlander это кроссовер в полной мере. Он действительно тяжелый, большой, а гибридная версия еще и на 300 килограмм тяжелее. Динамика, ощущение динамики у гибридного Outlander, ну вообще не кроссоверное. Вот такое ощущение, что он не на 300 килограмм тяжелее, а на 300 килограмм легче, наоборот, чем бензиновая версия. То есть у нас здесь по документам 118-120 лошадей, а у бензинового 150, у такого же двухлитрового, да? Я понимаю, что по факту там разгон, наверное, секунд 10, ну, вес нужно учитывать автомобиля, но в любом случае, вот ощущение, вот именно, как он подхватывает, мне всегда у гибридных тачек нравится. Давайте поехать, будем чувствовать. Не ищите в салоне кнопку открытия лючка с розеткой. Обыкновенный лючок бензобака открывается из салона, то этот лючок открывается вот так, то есть нажатием. Причем он никак не запирается, замочной скважины здесь нет. Но опять же, электричество же не сольешь. У нас вроде нормальная комплектация в целом, но почему-то вместо гнезда быстрой зарядки заглушка стоит. Напишите в комментариях, кто знает почему. По факту Mitsubishi это чуть ли не первопроходцы этой технологии. Но если в историю заглянуть, никто особенно не пытался сделать и розетку в машине, и в то же время и бензиновый мотор, и батарею, все в кучу, так знаете, собрать. Сейчас эта технология уже широко распространилась. Это прикольно. Это прикольно, когда ты можешь именно просто поставить машину в розетку, и в то же время ты знаешь прекрасно, что ты можешь поехать далеко. По факту я реально начинаю понимать, что Mitsubishi очень сильно недооцененная марка. Все у нас почему-то уперлись вот рогом в Toyota, хотя реально есть интересные модели и у того же Mitsubishi, которые действительно можно считать народными. А вообще сейчас реально приближается век электричек. Особенно в этой теме преуспел Китай. Так что для тех, кто хочет быть в тренде и задумывается про электромобиль, есть полезная информация. Электромобилей в России всего лишь 0,05%. Многие считают, что это так, потому что недостаточно инфраструктуры. Но это не так. Сегодня я хочу вам рассказать про компанию «Чистая энергия», которая занимается продажей, ремонтом, обслуживанием всех популярных в России электромобилей. Компания «Чистая энергия» осуществляет поставки электромобилей напрямую с заводов-производителей, любых производителей мира и из крупнейших дилерских центров по всему миру. Tesla, Zikr, Мерседесы электрические, Лифы те же, все что угодно электрическое. И, кстати, гибридное тоже в том числе. Привезут любой электромобиль на ваш вкус. Также у них есть свой собственный YouTube-канал, где они рассказывают про техническую часть электромобилей, устраивают на них гоночки, путешествия на электромобилях. Я думаю, всем интересно узнать, сколько может проехать на одной зарядке какой-нибудь вот этот Zikr. Так что рекомендую подписаться на их YouTube-канал, чтобы не пропустить обзоры свежих вот этих электроновинок. Ну а ознакомиться с ассортиментом электромобилей, что сейчас есть в наличии, можно на сайте компании «Чистая энергия». Ссылки на YouTube-канал, ссылка на сайт, все контакты, адрес, телефон и все, что нужно, будет в описании. Что означает ПХЕВ? Это гибрид, который можно от розетки заряжать. Вот вам простыми словами вот объяснение. 5 часов где-то надо, чтобы от обычной розетки зарядиться. Педаль газа чувствительная, потому что в любом случае изначально машина ездит исключительно на электродвигателях. Электродвигатели вообще два, на передней и на задней оси. Есть бензиновый мотор, как вы поняли. Но если вообще все суммировать, то будет 200 с чем-то лошадей, там 210 где-то лошадей. То есть два электромотора по 60 киловатт, плюс бензиновый двигатель 2 литра, 120, там 118 лошадиных сил. Это последовательный гибрид, то есть бензиновый двигатель не подключен к колесам. Хотя как не подключен, здесь есть особый нюанс. Передний привод все-таки бензиновый двигатель крутит. Там присутствует редуктор. Редуктор с приводами, который в нужный момент передает именно мощность от бензинового двигателя на колеса, но только на передние. Прикол в том, что у этого редуктора передаточные числа, как у 5-й или у 6-й передачи у обыкновенной машины. Ну, с механикой я имею в виду, да. И, соответственно, включается бензиновый двигатель на уже высоких скоростях. И тут вроде по комплектации палка должна быть. Упоры это уже
Тюнинг. Вот она, гибридная установка. 2-литровый 4-цилиндровый двигатель. Атмосферный, никаких лишних там заморочек в плане турбины и прочего нету. Это уже к Хонде. Та у нас идет впереди планеты всей. Важно сказать, что и сами электродвигатели тоже дополнительно хорошо охлаждаются. Если передний электродвигатель охлаждается маслом, ну то есть там, как я уже говорил, там есть редуктор, ну вот эта вот передача та самая, которая подключается к бензиновому двигателю, а на задний электродвигатель, который на задней оси, там прямо есть отдельный контур антифриза, отдельный контур охлаждения, отдельный бачок, отдельная электрическая помпа. Ресурс батареи здесь максимально, как могли, продлили, как я считаю. Нету никаких межосевых, никаких карданов, ничего нету. Все работает от электроники. Если посмотреть японский какой-нибудь обзор, они там будут категорически говорить: это городской кроссовер, там, тудым-сюдым. Что, думаете, он не вывезет какое-нибудь легкое бездорожье? Да, я думаю, без проблем. Но здесь вот кроется какой момент. Отсек для батареи не герметичен. Опасненько на нем брод какой-нибудь преодолевать. Если откроете какой-нибудь форум, да, вот любителей таких машин, их полным-полно, кстати, на самом деле. Активное сообщество есть в интернете любителей таких аутлендеров. И там они все пишут, что нужно подразобрать, загерметизировать, все сделать как надо, ну то есть самому дополнительно. И тогда можно уже заниматься преодолением. Здесь нужно опять же учитывать, что клиренс из-за того, что там под брюхом батарея меньше, чем у бензиновой версии, но 18 сантиметров есть. Они знаете, как почему так сделали? Потому что они хотели не украсть пространство у пассажиров в салоне, хотя они маленько украли там на 4,5 сантиметра, чуть-чуть, потому что пол приподнять у задних пассажиров. Багажник тоже не украли практически. И в то же время оставить машину, ну, с высоким клиренсом. У нас Outlander все-таки не новый, 2013 год, это дорестайлинг. И, соответственно, здесь батарея всего лишь 12-киловаттная. Понятно, что у новых совсем у них 20-киловаттная. Ехать на электричестве Outlander может недолго, то есть километров 30. Хотя, в принципе, в городском режиме этого более чем достаточно на работу ездить спокойно. По-честному сказать, ну, учесть, что все-таки бензиновый двигатель заправлять же надо когда-то, то суммарный вот этот расход такой смешанный будет где-то в районе 6 литров, может быть даже 5,5. По отзывам, люди, когда начинают на нем прям наваливать, там литров 10 у них расход получается, что тоже ерунда по сути для большой такой тачки. Замерить разгон я решил в режиме Charge. То есть это тот режим, когда мы принудительно включаем сразу бензиновый двигатель. То есть мы не ждем, пока машина его автоматически когда-то включит, а включаем сразу сами. Прям ощутимо сдулись моторы после 100. Разницы нету, что в режиме Charge, что в режиме, ну, без Charge. Меня абсолютно устраивает такой разгон. 10 секунд. Outlander, может быть, у меня немножко в горку было, может быть, он даже еще быстрее бы поехал. В общем, я считаю, динамика замечательная. Особенно, обратите внимание, на начальных скоростях он очень шустрый. То есть до 60 мы прям за 5 там, секунд просто пам! Тяжелые двери, кстати, бесключевой доступ тоже есть, но у нас бесключевой доступ без кнопочки, как известно, только Toyota делает, так что с кнопочками. Прям широкий порог, вот сам по себе. Ты залезаешь в машину, ты прям так вот берешь, ну я же изящный персонаж, вы же помните, да? Так вот такой раз и погрузился. То есть реально широкий порог, ну ты же не будешь на него наступать, правильно, пачкать, то в любом случае нужно прям перешагнуть. Шумки, кстати, в гибридной версии больше с завода, чем в бензиновых версиях. Стекла здесь, прикиньте, толще, чем у бензиновых версий. У нас не самая жирная версия, да, есть намного богаче Outlander'ы, но они практически всегда бензиновые, те, которые прям очень такие нафаршированные. Но на самом деле здесь тоже очень много всего есть. Мультируль, понятно, да, то есть все эти функции безопасности, контроль полосы, активный круиз-контроль, это все тоже выведено на руль. Понятно, что Bluetooth, вот не надо здесь сидеть с телефоном у уха, если
тебе кто-то позвонил, можно подружить телефон с машиной и спокойно разговаривать по громкой связи. Хотя один хрен, люди, я не знаю на каких машинах навороченных, ездят все равно с телефоном у уха. Вам производитель напихал функции специальные, чтобы вы не отвлекались на трубку у уха. Нашим не объяснишь. Ёлки-палки, лепестки металлические, холодные, они не пластиковые. А? Я сам не ожидал, что Outlander мне реально зайдет. Ну, я имею в виду по расположению вот всяких элементов. Подстаканники здесь, конечно, стандартно, как у большинства, расположены. То есть они расположены здесь спереди, перед рычагом коробки. Но, опять же, поскольку у нас коробка имеет маленький такой аккуратный джойстик, то, в принципе, рычаг не мешает. Здесь еще такой большой карман сделали, прям с хорошим таким бортиком. Розеточки там расположены. Ну, еще бы не было розеточек в гибридной машине. Конечно, все есть. Мне нравится, что приборка здесь определенно отличается от бензиновых версий. Вот смотрите. Конечно, что там это какой-то земной шарик крутится, это я вообще не пойму, для какой цели сделано. Тахометра нет. Вместо тахометра вот такой датчик режимов. Ну, нормальная информативная приборка с очень крупными символами. Я уже в том возрасте, когда я люблю, чтобы были большие кнопки, большие цифры. Сиденья полукожано-полутканевые. Кто-то скажет, типа, экономия, да? А я скажу, что в этом смысле здесь практичность присутствует. Кожаные вставки именно в тех местах, где обычно кресла подвергаются особым нагрузкам. Мне нравятся воздуховоды большие, повернутые мне прямо в фейс. Он руки будет вам греть зимой, если, конечно, нормально будете руки на руле держать. Во, взял, нормально руль. Ну, не по-дурацки вот так вот, а по-нормальному, если держаться за руль, вот будет греть прямо сюда. О! Подлокотник, во-первых, сам по себе широкий, во-вторых, он реально вместительный. Причем еще двухуровневый у него, видите, здесь такая полочка есть сверху. Тоже есть розетки, USB-шная розетка. Конечно, немножко некомфортно расположена кнопка парковки. Как я руками, да, действую. Вот видите, то есть мне вот так надо залезть, или вот так надо залезть, нажать, или вот так надо залезть, нажать. То есть, видите, она немножко вот не в нужном месте расположена. Они вполне могли бы ее расположить где-нибудь вот здесь. Это кнопки режим зарядки, это принудительное включение бензинового двигателя, это режим экономии. То есть, кстати, здесь нету кнопки EV, ну, чтобы категорически ехать только на электричестве, да, принудительно. Но какое-то подобие этой кнопки, это вот эта кнопка. Можно было бы сделать кнопку парковки где-нибудь вот здесь, а эти кнопки увести как раз вот сюда, вперед, потому что этими кнопками ты пользуешься в разы реже, чем кнопкой включения парковочного режима, понимаете? Кнопка принудительного включения, опять же, полного привода. Ну, она тут есть, она просто, они такое все большое ее сделали, как будто они прям этим настолько гордятся. По сути, кроме бардачка в подлокотнике и бардачка основного, ничего, какого дополнительных, никаких шкафчиков нету. Ну, это понятно, это же не минивэн. Бардачок нормальный, как видите, рулон туалетной бумагой вмещается, и слава богу. Мне нравится, когда у бардачков есть полка. То есть вот основная емкость бардачка, а еще есть полочка. Ну вот для документов, вот смотрите, вот можно документы положить. Вот видишь, аккуратненько вот листик с документами. Здесь еще сложнее взбираться, тоже широченный порог. То есть прям вот видите, я ногу закидываю, залез. Но зато очень много места. Ну понятно, что рассчитана машина реально под высоких людей. Но это обычно так и бывает с автомобилями, которые идут и на американский рынок в том числе, потому что американцы персонажи рослые. Для них нужно делать машины длинные, широкие, нормальные такие. Вот она, основная розетка. Плоские штырьки. Что вам мешает купить переходник? Странное решение. Отсутствует кармашек на спинке переднего сидения водителя. То есть у пассажира есть вот кармашек. А что спереди? Что за экономия полметра ткани-то? Здесь я вам еще кое-что хочу показать. Елевизор! О-о. Слушай, он работает у тебя вот вообще на наше что-нибудь ловит как-то? Можно на нем что-нибудь смотреть? Диск пихал, DVD-шный показывай. В проигрыватель впихаем, и можно здесь смотреть, получается. Да, показывай. Надо только единственное найти, где эти болванки сейчас, и купить CD-привод для компьютера. Сейчас уже все на флешках. Когда мы открываем багажник, мы сразу видим, что бывают комплектации с 3 рядами сидений. Да-да-да. Потому что, вот видите, есть подстаканники, вот какая-то такая вот поддончик такой для 3-го ряда. Но я вам серьезно скажу, во-первых, он бестолковый, это 3-й ряд, как обычно. А во-вторых, у гибридных версий этого категорически не бывает. Здесь есть отсек, он большой отсек, хороший отсек, под всякие дорожные нужды. Ну, вот, кстати, вот сама зарядка вот здесь валяется. Здесь нет отсека под запаску. На худой конец, если ты поехал на дальняк, ты можешь просто запаску бросить в багажник. Просто в багажник. И здесь есть мой любимый плюс. Вот этот плюс вот этих крышек. Ее можно перевернуть.
и вот так вот положить. И иметь пластиковую поверхность, которую легко мыть, если что. Опять же, есть розетка, ну, только, естественно, американского типа. Покупайте переходничок. Внизу есть большие кармашки по бокам. До второго ряда сидений, ну, буквально без пары сантиметров метр, 98 сантиметров, то есть, вот видите, по центру. А теперь еще я и сложу второй ряд сидений. Он, кстати, необычным образом складывается. Вот таким образом, необычным. Главное, схема, как его складывать, находится под сиденьем. И ты такой, вот оно как, когда ты уже его неизвестно как отковырял. Да, полмашины разобрал, и только такой потом увидел схему, как надо разбирать. Штангочки такие тоненькие. А вот теперь мы кладем сиденье. Кстати, надо подголовники тоже убирать. Вот так. Ну ладно, сейчас второй тоже сложу. Все. Когда мы сложили спинку сиденья таким образом, мы получили ровное пространство с багажником, без ступенек. Ну да, тут маленечко, конечно, съедают пространство сами вот эти жопки сидений. То есть я вот сейчас рулетку довел не прям до самых спинок передних сидений. Но тем не менее, 170 четкие, 170 есть. Ну, габариты универсала, багажник нормального, приличного универсала. Неожиданно доволен машиной. Я о нем думал хуже, чем он оказался на самом деле. Я как-то раз маленечко буквально катался на бензиновой версии, и почему-то мне показалось, что машина наоборот стоит слишком дорого, ну, для нее, для самой. В гибридной версии мне эта машина понравилась. Хотя, вот вы знаете, я честно удивился, когда начал читать отзывы, что многие, когда Outlander в этом кузове появился, многие так сильно хаяли его дизайн. А что в нем особенного? В нем нормальный, обыкновенный, строгий дизайн. Ну да, он не молодежный, конечно, категорически. 100% не молодежная машина. А давайте пообщаемся по поводу Outlander. В комментариях я обычно всегда активно отвечаю. И всем пока!